Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке покажу и расскажу, как вязать такие носочки крючком, как вывязать такой жаккардовый узор, как вязать резиночку и такую вот пяточку. Присоединяйтесь! Итак, я вязать буду сами носочки из вот этой пряжи. У меня это шерсть яка, где в 100 граммах 120 метров. Узор буду вывязывать вот такой ниточкой. Это у меня Alize Lana Gold остатки, да, то есть вот эта ниточка немного тоньше, чем это, но это совсем не страшно. Я буду вот этой ниточкой вязать жаккардовый узор и резиночку. Итак, сами носочки будем вязать крючком номер 4, а резиночку возьму крючок поменьше, номер 3,5. Если же вы же можете вязать из любой носочной пряжи. В процессе вязания я буду рассказывать, то есть если вы берете носочную пряжу, там где ниточка чуть потоньше, чтобы носочки ваши были тоньше, я буду рассказывать, где в каких местах нужно делать больше прибавки. Итак, приступаем к вязанию. Итак, начинаем вязание с колечка, куда провязываем первую петельку, и кроме этой петельки в кольцо вяжем 8 столбиков без накида. Вяжите свободно. Вот эти первые 8. Четыре, 5, 6, 7, 8. Кольцо немножко стянули, не полностью стягиваем, мы его полностью стянем после второго ряда. Далее мы вяжем узором галочки в раскол. То есть, вот посмотрите, по этим косичкам посчитайте, чтобы у вас тоже было 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. То есть мы провязываем не под косичку, а провязываем в раскол. Смотрите, как выходит наш крючок. Он должен выходить между двумя петельками, и сверху должна быть перемычка. Следующий ряд у нас будут прибавки, то есть в каждую петельку мы провязываем по 2 столбика без накида. И на этом этапе поставим маркер, где у нас начинается второй ряд. То есть мы будем вязать по спирали. Отдельно каждый ряд мы не заканчиваем, а вяжем по спирали. Вот здесь хорошо видно. То есть вышли, так как я вам показывала, сверху перемычка и 2 ниточки по краям. То есть это мы вяжем в раскол. И в каждую петельку мы провязываем по 2 столбика без накида. Второй ряд у нас должен получиться 16 столбиков без накида. Провязываем. Покажу, что делать далее. Итак, второй ряд я провязала 16 столбиков без накида в раскол. Узором галочки в раскол, да? Обязательно просчитайте ваши косички, их должно быть 16. Теперь колечко стягиваем, стягиваем полностью. Смотрите, вот должно у вас вот так вот получиться. И далее вяжем третий ряд. Мы тоже провязываем 16 столбиков без накида. То есть в третьем ряду мы не делаем никаких прибавок. Опять же, все время вяжем в раскол. Как вязать в раскол, я вам показала. Так, первая петелька, ставим маркер. И самостоятельно просто по кругу провязали 16 столбиков без накида. То есть здесь мы никаких прибавок не делаем, просто провязываем каждую петельку самостоятельно. Так, провязали третий ряд. В третьем рядочке у нас тоже 16 столбиков без накида, узором галочки в раскол. Четвертый ряд. Мы делаем одну прибавку, чередуем прибавка, одиночная петелька. То есть в четвертом ряду у нас должно получиться, сделаем сюда прибавку, 24 столбика без накида.
Так, сделали прибавку сюда, значит следующую петельку мы провязываем без прибавки. И таким образом мы чередуем. Сначала у нас идет прибавка. В одну петельку мы провязываем 2 столбика. Следующий у нас одиночная. Вяжем до конца этот ряд. Здесь у нас будет 24 столбика без накида. Так, провязали 4-й ряд. Далее вяжем 5-й ряд. Количество одиночных столбиков между прибавками теперь у нас будет 2. То есть мы сначала провязываем 2 одиночных столбика. 1, 2 столбик. Это одиночные у нас столбики. Далее делаем прибавку. Таким образом, в 5-м ряду у нас должно получиться 32 столбика столбиков без накида. 2 одиночных и прибавка. Вяжем до конца этот 5-й ряд. Должно быть 32 столбика без накида. Итак, мы провязали 5-й ряд. Получается у нас 32 столбика без накида. 6-й, 7-й ряд мы вяжем без прибавок. То есть и в 6-м, и в 7-м ряду у нас будет тоже 32 столбика без накида. Но если же вы вяжете из ниточки более тонкой, то в принципе вы можете сделать 6-й ряд тоже сделать с прибавками. Но тогда расстояние между прибавками будет уже у нас 3 столбика без накида. То есть тогда у вас получится 40 столбиков без накида. Это в том случае, если у вас ниточка потоньше. Можно экспериментировать. Я расскажу суть, как это делать, а вы уже под свою ниточку будете сами пробовать. Итак, мы с вами вяжем далее 6-й, 7-й ряд без каких-либо прибавок. 32 столбика без накида. Итак, мы провязали 7 рядов. У нас получается 32 столбика без накида. Смотрите, далее с 8 по 20 ряд мы вяжем вот таким вот узором. Первую петельку мы провязываем в раскол, ставим маркер. Вторую петельку мы провязываем просто за заднюю полупетлю, столбик без накида, и чередуем. Одну петельку в раскол, вторую за заднюю полупетлю. Так как здесь за заднюю полупетлю провязали, то есть вот эту петельку мы не трогаем, а следующую мы провязываем ее в раскол за заднюю полупетлю. Так, то есть это у нас 8-й ряд. Сейчас покажу, как будем вязать 9-й. Провязывайте до конца. Здесь прибавок мы не делаем. Так, провязали 8-й ряд. Смотрите, как будем провязывать 9-й и последующие ряды. Там, где мы провязывали в раскол, мы точно так же и провязываем в раскол. Да, ставим маркер в начале вязания. А там, где мы провязывали за заднюю полупетлю, мы провязываем за заднюю полупетлю. И у нас получается такой интересный узор. Все, то есть таким способом мы вяжем до 20 ряда. А далее покажу уже, как будем вязать, формировать пяточку. Далее будем вязать узором жаккард по кругу, резиночку. То есть все это будет у меня в одном мастер-классе. Несколько техник. Итак, вяжем самостоятельно до 20 ряда. Итак, я провязала 20 рядов вот этого вот узора, где мы чередуем узор галочка в раскол и провязываем столбик без накида за заднюю полупетлю. Смотрите, сейчас сантиметром померяю, сколько у меня это получается. Все расстояние всего
Итак, всего у меня получается 14 сантиметров. Теперь мы будем делать прибавки. Что мы делаем? Вот в начале вязания у нас стоит маркер. Складываем носочек вот так вот на половинку, да, и измеряем одинаковое количество петелек. То есть у нас прибавки будут по бокам и с этой стороны, и с этой. Смотрите, как я делаю прибавки. И именно в раскол мы провязываем сразу 3 столбика без накида. 2, 3. Ставим маркер в начале именно в раскол. Далее мы вяжем по узору, то есть за заднюю полупетлю, в раскол и так далее. Двигаемся к следующему маркеру, который установлен. Смотрите, вот эти прибавочки у нас будут по бокам, то есть ровно на половинку разделили наше изделие и двигаемся к этому маркеру. Итак, подошли мы к маркеру, да, снимаем и опять же в раскол мы провязываем 1, 2, 3. 3 столбика в одну петельку. Маркер снова устанавливаем и далее по узору провяжем до нашего первого маркера. Итак, провязали этот первый ряд, который был с прибавками. Далее смотрите, как мы эти прибавки в следующем ряду будем распределять. То есть мы снова вяжем тем же узором. Первую прибавочку, которая у нас была, мы провязываем в раскол, а следующую петельку за заднюю полупетлю. Потом снова в раскол. То есть мы опять выходим на наш узор. Смотрите, и то же самое делаем со следующей прибавкой. То есть таким образом после нашей этой тройной прибавки мы еще вяжем 2 рядочка. Провязываем самостоятельно 2 ряда, а далее мы снова сделаем прибавку. Покажу как. Итак, смотрите, когда мы провязали первый ряд, который у нас был с прибавками, и еще 2 рядочка, я вам показывала, как они провязываются, мы сейчас снова делаем прибавки. Снимаем маркер и делаем точно такую же тройную прибавку. Вот сюда в раскол. То есть в одну петельку мы провязываем 3 столбика без накида. Да, поставили маркер. То же самое мы сделаем, когда подойдем к этому маркеру. То есть снимаем маркер и сюда мы провязываем 3 столбика без накида. Так далее, смотрите, мы точно так же разбиваем нашу эту прибавку. Мы провязываем столбик без накида. Далее, то есть вяжем наш узор за заднюю полупетлю и в раскол столбик без накида. Далее снова по узору. Таким образом мы так же, как и в прошлый раз, провяжем 2 ряда. Видите, здесь была прибавка и 2 ряда. И здесь мы сделаем то же самое. Это начало нашего вязания. Там, где второй маркер, мы проделываем то же самое. То есть у нас тоже здесь была прибавка, как и в предыдущем рядах, да, мы тоже провяжем столбик без накида, в раскол за заднюю полупетлю столбик без накида и далее по узору. И так мы вяжем еще 2 ряда. Итак, смотрите, когда мы после второй прибавки провязали еще 2 ряда, да, это я даже сейчас померяю длину всего моего носочка. Ну вот, получается 17,5 сантиметров. И сейчас мы начнем как бы уже отдельно формировать пяточку. Отдельно на нее наберем воздушные петли. То есть у меня это носочек на 38-39 размер. Если же вы вяжете на размер побольше, то либо вы свяжете не 20 рядов до прибавок, а больше, соответственно, либо после прибавок вяжите не 2 ряда, а 3 ряда. То есть, ну, понятно, чтобы, то есть на данном этапе я уже начинаю формировать пяточку. И смотрите как. Вот это расстояние
Сейчас у нас после всех наших прибавок у меня получается 40 столбиков без накида. Да? То есть, по сути, вот эти маркеры, они разделили мое полотно на половину. Внутри здесь между маркерами 20 столбиков. Поэтому там, где наш маркер, мы провязываем первую петельку, провязываем первую и набираем 20 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Итак, набрали 20 воздушных петель. И здесь просчитывайте петельки тоже, чтобы у нас их было 20. И в 21 у меня будет эта вот петелька. 21. Дальше я вяжу по узору. То есть обязательно здесь просчитайте. Их должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть как бы наше полотно вот ровно на половинку разделилось. Дальше мы вяжем все по узору. Доходим до первого маркера. Я покажу, как на воздушной цепочке. Мы далее тоже будем набирать петельки и вязать уже, опять же, по узору еще несколько рядов. Итак, точно так же мы воздушную цепочку делаем и на левом, и на правом носочке, потому что, ну, смотрите, они одинаково здесь, то есть мы делали прибавки, и в принципе совершенно не важно, что там у нас на левом будет в одну сторону эта полосочка идти, на правом в другую, то есть они одинаково расширяются, вы видите, да? Вот таким образом и левый, и правый можно вязать точно так же, вот эти воздушные цепочки. Далее, когда мы дошли до нашего маркера, начала нашего вязания, да, мы здесь еще вяжем по узору в раскол, а на цепочке из воздушных петелек мы пока просто провязываем столбики без накида. Их должно быть, вот цепочка из 20 воздушных петель, этих столбиков тоже должно быть 20. И далее, когда подошли сюда, снова вяжем по узору. Итак, провязали этот ряд. И далее, где мы просто провязывали столбики без накида, мы по кругу еще вяжем 3 ряда нашего узора. Опять же, одну петельку мы провязываем в раскол, вторую за заднюю полупетлю. То есть такой же узор, как мы вот все это время вяжем. Смотрите, всего у меня получается после формирования нашего носочка, когда мы просто все вязали узором галочки в раскол, моего вот этого узора, итого должно получиться 31 ряд. То есть сейчас у меня 28, я еще 3 рядочка свяжу. И далее мы будем вязать наш, по рисунку, будем вязать наш жаккард. Поэтому сейчас просто, ну вот опять же здесь мы вяжем одну петельку в раскол, вторую за заднюю полупетлю. Довязывайте, посчитайте, чтобы у вас всего был 31 ряд этого узора после нашего самого мыска, носочка, да, и будем вязать жаккард. Итак, я провязала 31 ряд, то есть над воздушными петельками можете посчитать, у вас должно быть получиться 1, 2, 3, 4 ряда, да, и всего вот этого нашего узора 31 ряд. Здесь мы будем формировать пяточку и далее вязать жаккард и резинку. Обязательно, если вы вяжете точно так же, как и я, обязательно просчитайте. По кругу у вас должно получиться 40 столбиков без накида. Так, далее на нашем носочке мы будем вывязывать рисунок, вот такой вот бантик. Но так как у нас носочки один левый, второй правый, смотрите, правый носочек у меня уже связан. Вот у меня маркер мой с началом вязания, да,
И я, вот когда вот эти 1, 2, 3, 4 ряда, у меня уже здесь и пяточка вывязана. Ну вот, смотрите, здесь 1, 2, 3, 4 ряда. Я провязала еще один раз пустой круг вот туда, да, и начала здесь с этой стороны, то есть вот якобы с этой стороны вывязывать уже узор. Но это у меня будет правый носочек, а сейчас мы будем вязать левый носочек. Поэтому рисунок у меня будет не с этой стороны, а вот с этой стороны. Вот здесь пяточка. Логично, правда? Так, что мы теперь делаем? Мы маркер мы никуда не будем убирать. Мы здесь пометим, что это у нас начало ряда, но мы вот сюда до серединки сейчас довяжем. И, в принципе, маркерами пометим то поле, в котором мы будем вывязывать наш бантик. Ага, сейчас мы уже вяжем просто узором галочки в раскол. Бантик будем вывязывать, тоже провязывая этот узор. Поэтому сейчас вяжем каждую петельку, провязываем вот таким вот образом, как мы начинали вязать наш носочек. Так, довязываем до серединки. И всего у нас получается 40 столбиков, да, то есть рисунок будет вот с этой стороны, пяточка здесь. Понятно, вы один носочек свяжете, у вас рисунок будет, когда у вас пяточка справа, другой носочек, когда пяточка слева. Сейчас я возьму еще 2 маркера. Смотрите, я носочек разделила на половину, то есть у меня здесь получается 20 столбиков без накида. Но рисунок наш занимает всего 17, поэтому, чтобы отметить поле для рисунка, ну, давайте вот как сделаем. Здесь я отступаю 1 петельку, а здесь 2. Раз, два. То есть, чтобы все наше поле, в котором мы будем вязать, между маркерами, да, было 17 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все. И в этом поле мы сейчас начнем как бы вырисовывать наш рисунок, вязать жаккард. Вот сразу же с этого первого ряда. Так. Сейчас довяжу до маркера. Вот это уже у нас считается, сколько мы здесь до... Так, бантик. Начинаем вязать жаккард. 1, 2, 3, 4 белые клеточки. Вяжем. Вот уже после маркера начали вязать. 1, 2, 3, 4 белые клеточки. Дальше мы вводим новый цвет. У меня это остатки ниточки Lana Gold. Она немножко тоньше, чем вот эта моя пряжа. Ничего страшного. Просто яркая ниточка. Сейчас мы ее вводим. Сейчас покажу, как будем вязать узор. Так, с 5 клеточки у нас уже начинается темный цвет. Темный цвет это наш этот бирюзовый. Смотрите, как мы вводим новый цвет. То есть шляпку мы тогда закрываем этим цветом, который мы будем вязать. Хвостик и вот эту ниточку мы ввязываем. Так, следующую клеточку мы провязываем наш вот этот бирюзовый цвет. 1. Следующая клеточка у нас тоже бирюзовая. 2. И закрываем мы уже ей шляпку другим цветом. То есть ниточки вот так переплели.
шляпку закрыли этим цветом. Далее его ввязываем и провязываем 5 клеточек светлого цвета. То есть я по кругу буду ввязывать тот цвет, который нам на данный момент не, то есть не нужен. 2, 3, 4 и 5. У нас 5, да. Здесь цвета наши меняем, потому что у нас снова 2 клеточки бирюзового цвета. 1, 2. Далее меняем. Все, и теперь мы провязываем все по кругу до следующего вот этого бирюзового маркера, потому что вот наше поле, которое у нас, где мы провязываем наш рисунок. Провязали вокруг, я вам покажу еще следующий ряд, расскажу принцип, как вязать так, чтобы ниточки вот этой вот бирюзовой, видите, она просвечивается, чтобы ее не было видно. Итак, еще раз объясню, что вот этими маркерами я обозначила просто вот эти 17 клеточек, да, где я вывязываю рисунок. И это у меня левый носочек, правый связан. То есть если будете вязать правой, то рисунок будет с другой стороны, соответственно. Итак, продолжаем далее наше вязание. Так, здесь мы смотрим второй ряд. 2 светлые клеточки, и дальше 4 клеточки у нас идут бирюзовые. Провязываем ниточку, мы ввязываем, я уже говорила, провязываем 2 клеточки, причем вторую мы уже закрываем, шапочку делаем, да, закрываем бирюзовым цветом. И 4 клеточки должны у нас быть бирюзового цвета. 1, 2. И тут, смотрите, мы уже начинали ввязывать нашу бежевую ниточку, чтобы ниточки вот так вот не было видно. Видите, в светлых клеточках она бирюзовая, здесь она бежевая. Мы захватываем, сейчас я покажу на другой, чтобы более наглядно было. Захватываем нашу галочку в раскол, прокалываем так, чтобы вот эта ниточка, которую мы пускали внутри, она была над крючком. Все, мы провязываем 4. Сейчас я вам на этих бирюзовых покажу. 4 провязали и 4, 5 светлые. Вот смотрите, здесь очень наглядно видно. Далее ввязываем снова бирюзовую ниточку, и тут просто заходим глубоко, чтобы та ниточка, которую мы ввязывали в предыдущем ряду, она была над крючком. Два, 3, 4, 5. Меняем цвет. Так, здесь мы ряды вяжем по кругу, по спирали, то есть мы каждый ряд не закрываем, поэтому здесь не так и сложно получается вязать. Так, здесь у нас 4 клеточки. Вот смотрим, 1, 2, 3, 4 бирюзового цвета. Поменяли ниточку и далее опять идем по кругу до нашего бирюзового маркера, чтобы дальше вязать рисунок. Еще чуть-чуть покажу, а далее будете вязать самостоятельно. Так, провязали второй ряд, опять дошли до нашего маркера. В третьем ряду мы смотрим 2 клеточки светлые, 2 темные изначально, да. Провязываем первые клеточки. 1, 2, вторую уже закрываем бирюзовым, подтянули. 1, 2. Далее у нас там идет одна белая клеточка. Закрываем ее бирюзовой.
Снова 2 темные, 3 светлые. Раз, два, раз, два, три. Третью закрываем бирюзовой. Далее 2 темные. Раз. Не забываем, что вторую ниточку мы ввязываем, чтобы с изнаночной стороны у нас ниточки не переплетались, а была вот такая вот красота. Я покажу в этом носочке. Вот моя изнанка. Ниточки внутри не переплетаются совсем. Так, далее у нас одна светлая клеточка. Подтянули 2 темные. И так как у нас вот данные носочки, да, я вяжу из плотной такой пушистой теплой пряжи. Вы, конечно, можете здесь вывязывать любой рисунок, но чем более плотная у вас здесь пряжа, тем рисунок лучше делать, ну вот как мой бантик, допустим, на 14 рядов. Я сначала пробовала вывязывать тюльпанчик. Очень красиво. Схему могу оставить в описании, потому что я все равно нарисовала тюльпан. Но это в том случае, если у вас носочек из более тонкой пряжи. Потому что вот эта часть, она такая у нас, ну, довольно-таки плотноватая. И если бы я вязала еще на 10 рядов выше, ну, то есть тяжело было бы носочек одевать на ногу. А если ниточка у вас более тонкая, то вполне возможно и рисунок какой-то, ну, повыше, то есть делать носочки такие повыше и вывязывать какой-то другой рисунок. Итак, далее снова вяжем по кругу и далее 4, 5 и все последующие ряды. Я вам показала принцип вязания, как переплетаются ниточки, как мы переходим на новый ряд. Вы вяжите этот рисунок самостоятельно. Я покажу же, что получилось. Итак, вот какой у меня получился рисунок. Сама схема, она у нас идет на 14 рядов. Да, я же связала 15 рядов. То есть последний ряд я просто связала вот своей светлой ниточкой. И заканчиваю вязание, причем голубую ниточку, вот эту бирюзовую, я веду сюда, то есть я ее не обрывала. Заканчиваю вязание в том месте, вот где меня, вот этот маркер, где у меня, ну, как бы, скажем так, заканчивается каждый ряд. И далее я беру крючок поменьше, возьму крючок номер 3,5. Вот эту нашу ниточку светлую мы обрезаем. Сейчас мы с вами вяжем резинку, да, светлую ниточку обрезали, там внутри ее спрячем. Так, сейчас будем вязать резиночку. Смотрите, как переходим на нашу бирюзовую нить. Опять же говорю, я ее не обрезала. И вот так в раскол следующую петельку, да, идем. И нет, давайте здесь соединительной петелькой мы вот так соединительной, да, и набираем 8 воздушных петель. Раз, два, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И резиночка у нас будет состоять, то есть смотрите, как мы ее вяжем. За каждую полупетлю провязываем столбик без накида. 7 должно у нас их быть. Первый провязали, раз, два, три, 4, 5, 6,
и 7. Далее смотрите, что мы делаем. Резиночкой я как бы буду сужать все само изделие, поэтому смотрите, что я делаю. Вот у меня 2 петельки, ныряю в одну, захватываю петельку, потом ныряю во вторую, захватываю петельку, и третью петельку, она вот как соединительная через эти 2. Так, воздушная петля, разворачиваем наше вязание, и за заднюю полупетлю мы провязываем снова 7 столбиков без накида за заднюю полупетлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петелька. Разворачиваем наше вязание. Снова, вот мы делали петельку подъема, в следующую мы провязываем опять же за заднюю полупетлю 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. То же самое делаем, как я вам показывала в следующую, да, мы петельку в раскол, вытягиваем и еще в одну вытянули, и вот эту третью через 2 протянули, воздушная петелька, развернули наше вязание, и опять же за заднюю полупетлю мы провязываем нашу резиночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Петля подъема. Все, самостоятельно вяжем резиночку, так как я вам показала. И нам останется связать только пятку. Итак, я провязала 38 рядов. Смотрите, вот эти 2 петельки были последние. Здесь у меня было начало. Да, и сверху сейчас буду соединять. Соединять буду крючком. То есть просто вот так вот с изнанки. Захватываем 2 детали. И смотрите, просто провязываю столбиками без накида. Так, беру петельку с одной детальки и петельку с другой детали и провязываю столбиками без накида. Таким образом идем вниз и соединяем нашу деталь. Итак, нам теперь осталось только вывязать пяточку. Если вы хотите, чтобы пяточка была и на одном, и на втором носочке одинаковая косичка, да, на ней, то есть она была одинаковая, то вы и один, и второй носочек начинаете с одного и того же места. Смотрите, я начинаю вот с этого уголочка. Итак, нам еще понадобится, кстати, 2 маркера. Смотрите, идем в сам уголочек и в раскол. В раскол, опять же, мы здесь будем вязать в раскол. Вводим ниточку. Смотрите, один раз вывели. Вот прям здесь, прям вот здесь в уголочке выводим вторую петельку. И вот здесь третью. Так, эту нашу первую подтянули. Это наша первая ниточка. Да, и все 3 петельки мы протянули. В данном месте, вот здесь начало нашего вязания, мы поставим маркер.
ставим маркер и далее вяжем в раскол каждую петельку. Не просто за верхнюю петельку, да, а вяжем, провязываем каждую петельку в раскол, идем до следующего уголочка. Итак, смотрите, после своего маркера я провязала еще 19 столбиков без накида, да, в раскол. Опять подошла к уголочку и здесь делаю то же самое, то есть я как бы формирую угол, первую петельку вот здесь посерединке, и вот сюда возьмем 3 петли на крючке, мы их провязываем вместе и ставим маркер. Это у нас второй как бы угол. И здесь опять же в раскол по прямой мы снова провязываем 19 столбиков без накида, опять же в раскол. Что делать далее, как формировать пяточку, я покажу. Вяжем до нашего первого маркера. Итак, провязали первый ряд. С этой стороны у меня тоже получается 19 столбиков без накида. Смотрите, наш маркер снимаем и вот в эту сформированную петельку, которая у нас была такая тройная, да, там где мы провязывали 3 вместе, мы провязываем столбик без накида, ставим маркер и далее по каждой стороне в одном и в другом углу, смотрите, мы провязываем, делаем убавки, то есть в раскол берем одну, вторую петельку, провязали вместе, идем до следующего угла, опять же мы вяжем в раскол, итак, подходим мы к следующему маркеру, опять до маркера у нас 2 петельки, мы их провязываем вместе, одну, так, вторую и провязали вместе, да, маркер наш снимаем, и та петелька, которая на углу, мы ее опять же провязываем, формируя вот такую красивую косичку, ставим маркер и с обратной стороны делаем то же самое. Теперь мы в каждом ряду будем делать убавки по каждой стороне по краям. То есть вот у нас идут первые наши 2 петельки, раз, два, провязали вместе. Идем до следующего маркера, делаем то же самое. Вот смотрите, довязываем наш второй ряд, да, где мы делаем убавки по каждой стороне в уголочках. Также сделали убавку и переходим на вязание третьего ряда. Снимаем маркер здесь в уголочке. Мы провязываем вот эту петельку, которая на углу, ставим маркер и снова по каждой стороне в углах, вот видите, тут видно уже, что у нас была убавка, да, мы, ой, крючок сюда продеваем и в следующую петельку и снова делаем убавочку, формируем вот такую красивую косичку, провязываем, пока с одной и с другой стороны у нас не будет 1, 2, 3, 4 по 5 петелек, вот так. Далее я покажу, как закрыть пяточку. Итак, смотрите, что у меня получается. Я связала 8 рядов, делая убавки по каждой стороне в уголочках с одной и с другой стороны. Итого у меня получается между маркерами, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Да, сейчас я сниму маркеры и все это выверну на изнанку. И с изнанки крючком будем соединять. Ну, то есть сошьем вот эту дырочку. Итак, все, смотрите, вывернула все на изнанку. И теперь с изнаночной стороны, что мы делаем? Мы просто
мы просто соединяем вот эту, закрываем эту дырочку. Это можно сделать и иголочкой, но я люблю больше это делать крючком. Поэтому хвостик я себе уже обрезала. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да. Вот таким вот образом, собирая косичку с одной и с другой стороны, и просто провязывая либо соединительную петельку, либо столбики без накида, как делаю я. Я сшиваю так. Можно это все красиво, конечно, соединить и иголочкой. Это по желанию. Делаем такой невидимый шов. Все, хвостик прячем. Итак, все, мои носочки готовы. У меня носочки получились очень теплые. Ну, я, в принципе, так и планировала. Вязать теплые носочки можно вязать из любой другой носочной пряжи. Я вам рассказывала в процессе вязания, что где увеличивать, уменьшать. Смотрите, у меня ушло на мои носочки практически 2 моточка вот этой вот пряжи, где в 100 граммах 120 метров. Вот эти вот вставочки, да, я не считала. У меня это остатки пряжи, причем эта пряжа немножко другая по составу, она немного тоньше, но тем не менее хорошо сюда вписалась. Итак, если вам полезен был мой мастер-класс по вязанию крючком вот таких вот носочков, ставьте, пожалуйста, ваш лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.